Всем привет! Сегодня в обзорах с прилавка я протестирую на точность популярные китайские кухонные термометры. Все ссылки будут в описании под видео. Для теста я взял только термометры с металлическими щупами. Все они электронные, кроме одного – механический термометр для духовки чисто за компанию. Зачем вообще все это? Дело в том, что в моих видео я часто тестирую различные плиты, горелки и прочее, где довожу воду до кипения. И я заметил, что некоторые термометры показывают очевидно неправильную температуру кипения воды. Температура кипения должна быть 100 градусов по Цельсию. Конечно, она может зависеть от состава воды и атмосферного давления, но я нахожусь на высоте 86 метров над уровнем моря, а вода обычная питьевая, поэтому каких-либо заметных расхождений быть не должно. Итак, вкратце о термометрах. Беспроводной термометр 103002. В нем есть таймер и готовые установки для жарки разных видов мяса. На него есть подробный обзор, оставлю ссылку в описании. TA-288. Простой термометр. Голова поворачивается на 180 градусов. По функционалу есть только автоматическое выключение и переключение единиц измерения температуры. Механический термометр для мяса. Хорош тем, что сделан из нержавеющей стали и его можно помещать прямо в духовку. А также можно мыть, в общем очень живучий. Приятно, что на циферблате обозначена нужная температура для каждого мяса. TP-101. Помимо стандартных функций, таких как переключение единиц измерения, термометр запоминает максимальную и минимальную температуру, а также есть кнопка фиксации показаний. Следующий термометр сенсорный, назовем модель условно 102999. По функционалу он такой же как беспроводной, в нем также есть таймер и готовые установки для жарки разных видов мяса. TA-286. На этот термометр тоже когда-то делал подробный обзор, раньше он хорошо себя зарекомендовал, простой, надежный и дешевый, в нем также есть таймер. TA-278. Очень похож на предыдущий термометр, только все кнопки управления расположены спереди, что гораздо удобнее, нежели сзади. Также есть таймер и секундомер. А это мой любимый термометр, потому что корпус почти полностью сделан из нержавейки, а кнопки мягкие, резиновые. Модели как таковой на нем не написано, условно назовем А92. В нем из дополнительных функций только таймер, сзади есть магнит для крепления. И последний TP-300. Имеет большой дисплей, можно переключать единицы измерения, есть кнопка фиксации, выключается автоматически. Ну, приступим к тестам. Сначала я включил все термометры и оставил их на 5 минут на столе, чтобы посмотреть, насколько будут у них отличаться изначальные показания. В итоге половина термометров показала 20 градусов, а половина 21 градус. И только TA-278 решил выпендриться и заявил, что в помещении 22. В принципе, разница в 1 градус для кухни несущественна. Теперь я довел воду до кипения и дальше буду опускать туда щупы термометров по очереди, дожидаясь максимальных показателей температуры. Дальше без комментариев, чтобы не утомлять вас. Итак, результаты. TA-278 ошибся на 9 градусов. Это существенно, что-то явно с ним не так. Четвертое место, мой любимый А92 из нержавейки, ошибся аж на 4 градуса. Третье место делят механический и сенсорный термометры. Они ошиблись всего на 2 градуса. Второе место занимают TP-300, TA-288, TA-278 и беспроводной термометр. Они показали 99 градусов, и я не считаю это ошибкой, так как 1 градус это вписывается в погрешность.
Но уделал всех простой как 5 копеек TP101, четко показав 100 градусов. Конечно, вы можете возразить, мол, мой эксперимент не выдерживает никакой критики, нет контрольного термометра, много изменчивых факторов и все такое. Можете высказать все, что думаете, в комментарии. Но блин, это всего лишь китайские термометры и взгляд обывателя на них. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и получайте обзоры и тесты полезных товаров прямиком с прилавка. Пока-пока.